Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Сегодня мы уже второй день находимся в Саксонии-Анхальт. Сейчас мы на главном вокзале города Магдебург и отправляемся в деревню, которую мы долго искали у нас в Баден-Вюртемберг и так и не нашли. Какую же деревню мы ищем? Деревню, которая отдаленная, в которой мало жителей и в которой дешевое жилье. Так что сегодня мы покажем вам глухомань. Настоящую немецкую глухомань. Поехали с нами. В прошлом видео мы вам показывали Магдебург и были вот на этой стороне железной дороги. Там есть такие старые заброшенные промышленные предприятия, есть новые районы, но мы поселились на самом деле с Ладой в таком районе с этой стороны. Видите, сколько много всяких полуразрушенных зданий здесь бывает. Гораздо больше, чем там в западной части, в Баден-Вюртемберг. О, тут прям бомжи живут под мостом. Костер горит. Дачные поселки, посмотрите. Ну вот, мы вышли на неком полустанке, который называется Офергюне. И здесь, как вы видите, ничего нету, кроме полей. Ну, вон какие-то дома есть там, а потом целое поле ветряков. Смотрите, сколько ветряков вокруг. Вообще бомбезно. Здесь, наверное, очень ветрено. Но знаете, пока мы ехали, с нами произошло одно происшествие. Нам выписали штраф за безбилетный проезд. Хотя у нас билеты, Deutschland-тикеты есть. И штраф этот в 64 евро аж. Но он как бы еще не выписан до конца. Если мы... Сейчас поезд пройдет, я расскажу. О, проехала такая колымага. В общем, дело в том, что вчера было теплее немного, и мы в Магдебурге гуляли. Я ходил в другой курточке, в другой. И у меня там мои документы остались. Сегодня я не переложил документы свои, а получается, что когда ты едешь по Deutschland-тикету в поезде, с тобой должен быть твой Ausweis, ну, подтверждающий твою личность. Deutsch-тикет без паспорта недействителен. Получается, что ты едешь без билета, и это как бы штраф. Насколько я его понял, он сказал, что пока это не штраф, если мы возьмем свой документ, Deutschland-тикет и эту бумажку, которую он выписал, то мы должны пойти в райзебюро, то есть бюро поездок на вокзале, на любом причем, и должны предъявить эти все три документа. Да. И тогда нам аннулируют типа безбилетный проезд. В течение 7 дней, да? В течение 7 дней. И если мы этого не сделаем, то нам будет штраф. Вот. Покатались. 64 евро. Но слушайте, но нам еще нужно назад до Магдебурга доехать, потому что этот же мой документ лежит в Магдебурге. Придется билет брать. Где его здесь брать? Здесь вокзала-то нету вообще. Не, нам еще придется... один штраф. Короче, друзья, не будем переживать по этому поводу. Все решится, но надо знать, что документы надо носить с собой. И теперь нам предстоит долгая дорога по полю до того места, где находится хутор, который имеет дома на продажу. По крайней мере, один дом мы точно присмотрели. И этот дом недорогой, сразу говорим. Это даже получается дешевле, чем мы смотрели в Италии, когда ходили в горное село. То есть зачем ехать в Италию, если и в Германии можно найти дешевое жилье? Мы идем по вашей рекомендации. Вы нам говорили, зачем вы ищете в Италии, если в Германии, в Саксонии можно тоже найти дешевое жилье. Вот мы поискали, действительно. Действительно есть, да. Но, кстати, нашли. Не так уж и много такого дешевого жилья. Есть всякие дома в разные цены, но совсем дешевых мало. Мало, и они далеко.
Друзья, ну посмотрите на пейзаж. Это настоящая сельская местность. Тут просто поля, Мы дороги. дома. Украина. Но нет, отличается, знаете чем? Тут просто все усеяно ветряками этими вот. Повсюду ветряки вокруг. Выдает Германию, а так бы была Украина. Аисты летают, как и у нас. И, в общем, мы уже приближаемся к тому хутору, ну или к маленькой деревеньке, которая вот здесь лежит между дорог, просто в поле. Ничего интересного. Конечно, здесь жить, наверное, скучно, представьте, да? Вот живешь просто вот среди полей. Но зато сюда ведет хорошая дорога. Если есть машина, здесь 30 километров до Магдебурга. Сел на машину и уехал. 30 километров это, в общем-то, полчаса, может быть, 40 минут. Нет, так можно просто вот сюда. Сколько мы тут идем? 10 минут? Мы 10 минут идем, тут 15 минут до поезда. То есть ты садишься на поезд и через 15 минут в Магдебурге. Да, Тебе можно не и надо. так. Покупаешь Deutsche-Ticket, потому что на машине это дорого. Здесь нету гор. Здесь такие небольшие холмы. Кстати, очень похоже на местность, в которой мы в Украине занимались фермерством. В Недригайловском районе в Сумской области. Да. Там тоже вот очень похожие Я были же говорю, места. как в Украине. Вот точно, как Ольшана, да? Ой, у полі блогери гуляють, ходять по вітру, нічого не роблять. Ой, ходять і ходять, язиком болтають, ніде не працюють, тільки гуляють. У тому полі росла кукурудза, дощу не було і усе зів'яло. Блогери ходили, як оті якуця, та й не поливали, тільки гуляли. Мы заходим в село, а здесь и названия даже нету. Просто вот стоит знак, куда дороги, развилки ведут. Ездят такие вот крупные трактора. Но, смотрите, спортивное поле, футбольное здесь. Нормально так в селе, на 3 хаты. Церковь. Церковь там виднеется небольшая. Ну как же село без церкви? О, там вообще какой-то разрушенный сарай стоит. В общем, мы сейчас подойдем ближе. Друзья, подойдем к церкви, в центр села. Сначала познакомим вас с селом, так сказать. Покажем вам объявление, в котором есть этот дом. Он продается. А потом уже найдем сам дом, подойдем к нему ближе, рассмотрим. Полиция тут ездит. А мы тут с камерой. А нет, все-таки есть название у этого села. И называется оно Зигерслебен. Gemeinde Eilsleben. В общем, это община Eilsleben, и это небольшой кусочек этой общины вот здесь живет. А Eilsleben находится в 4 километрах вон там, за полями. Можно туда сходить. Там основные административные здания. И мы сейчас на краю села. Интересно, смотри. Давайте пройдем к центру города, вон к церкви, и мы вам покажем объявление, на котором написано, что дом продается. Ну вот, мы в центре села. Смотрите, какой милый поселочек, церквушка. Солнышко вышло. И здесь есть остановки автобусные, Прям видимо. знак такой, да? Да, нас это село радостно встречает. И мне нравится, тут такие вот дома вот эти кирпичные из красного кирпича, они вот чем-то отдают таким, не то что древним, а вот просто старым и основательным чем-то, ну такое ощущение. Ходят автобусы на Магдебург. Да, 52 и 663. Ну, насколько часто, ходят? пару раз ходят всего лишь, да, за день автобусы Сколько мы шли? Мы 10 минут шли. до железной дороги, да? На дороге, конечно. А поезд на Магдебург отсюда раз в час ходит, раз в час.
Так что, в принципе, можно приспособиться. Ну, знаете, чем отличается от сел в Баден-Вюртемберге? Немножко другие материалы используются здесь для построек. Есть вот эти вот дома из красного кирпича, вот как церковь построена, видите, красный кирпич на фасаде. И вон следующий дом, красный кирпич часто используется. И есть еще каменные дома. Короче, немножко разный материал. Человек ехал и притормозил посмотреть, что ж мы тут делаем. Тормознул и смотрит. Чужеземцы пришли. Что здесь делают? Ладно, давай, возле церкви мы тут как бы безопасно, как туристы, снимаем красоту. Сейчас рассмотрим объявление наше. Так, вот сайт с объявлением. Лада как-то искала, я даже не знаю название этого сайта. Это не Kleinanzeigen, это другой какой-то сайт. И вот, смотрите, сразу видно цену. Стоит дом 19 999 евро, то есть 20 тысяч. И есть его фотографии сверху, даже с дрона снимали. Поэтому мы по внешнему виду смогли его распознать. Но это не он, сейчас я не его показываю. Распознать по Google картам. Не надо было нам звонить риэлторам, потому что звонить риэлторам — это такая морока, которая... Ну, напрягать людей, во-первых, забирать у них время, когда мы, ну, в принципе, сейчас у нас нету денег, чтобы купить этот дом, мы просто смотрим как варианты для наших соотечественников. Кроме того, что он стоит 20 тысяч, грубо говоря, нужно будет заплатить за его оформление еще 3 тысячи, сразу говорю. Потом в нем жилой площади 80 квадратных метров. Стоит на участке 412 метров, это около 4 соток получается участочек в огне. Там есть сарайчик у него, есть подвал, есть чердак. Сейчас полистаем фотографии. Так, Благодаря этим фотографиям мы нашли его. Да, листаем фотографии, смотрите, вот так вот он выглядит со двора, это не с улицы, со двора, а вот это с улицы. Вот. Возле него машины припаркованы. Это дуплекс, там на 2 семьи дом. Короче, одна часть жилая, в ней кто-то живет, а вторая продается. Вот, это снова вид сверху, в поле, как видите, да, на окраине села. Там участок небольшой видно, и рядом еще кусок земли есть, который тоже продается, но впоследствии. Давайте самое интересное мы вам с улицы и так покажем. Самое интересное внутри. Что у него есть внутри? А внутри, почему он так дешево продается, он без ремонта. Вот, посмотрите, вот такие вот обшарпанные стены, голые стены, по крайней мере, двери сняты, почему-то стоят просто так вот. Кто-то собирался жить и начал даже делать ремонт, но да. решил продавать. В комнатах есть даже местами шпаклевка на стенах, то есть там люди жили. Ну не развал, не совсем развал, как в Италии. Деревянный пол, конечно, нужно смотреть, насколько годный, там, может, это сгнившее все, может, там шашель завелся, да. Это все нужно смотреть. Видите, то есть там... Была раньше и мебель, все повыносили, все поубирали, демонтировали, осталось даже какие-то декоративные элементы нарисованы на стенах. Но все это нужно переделывать. 4 жилых комнаты, и еще на чердаке тоже дополнительное пространство, которое можно будет оборудовать. Это ванная, да, смотрите, сама ванна есть, но там ни плитки, ничего нету. Гипсокартон кто-то накрутил. В процессе. Да, кто-то, наверное, пытался уже делать. Вот, чердак. Смотрите, чердак — это офигенная вещь. Там еще можно дополнительное жилье оборудовать. Ну, понятно, нужно все утеплять, все доделывать. Я думаю, что, скорее всего, там есть подводные камни какие-то. Вот. Не зря он так дешево продается. Но мы искали то, что мы нашли в объявлении. Мы его перевели, мы его хорошенько изучили. И мы не нашли особых подводных камней, ну, как бы, да. Возможно, там что-то есть, то, что в объявлении не найдешь. Цена заставляет задуматься. Это цена, которую, в принципе, человек себе может позволить там насобирать такую сумму денег, особенно в Германии. 20 тысяч плюс 3 тысячи оформления, это получится 23 тысячи вместе. И там плюс, по-моему, еще какие-то 300 евро за что-то. В общем, это уже несущественно. Полная вот стоимость, чтобы купить его, это 23 тысячи евро с хвостиком. И он стоит вон там, этот дом. Сейчас мы к нему подойдем, аккуратно все рассмотрим. Там есть кусок земли в 30 соток, который сдается в аренду и который стоит дополнительно 12 с чем-то тысяч евро. Но
его можно выкупить по окончании срока этой Аренды. аренды. Да, да. Через пару лет, как там написано. То есть, если вы, например, уже купите этот дом, то через пару лет вы можете себе выкупить кусок земли рядом с этим домом. Или же сдавать в аренду дальше и получать деньги. Вот, друзья, мы подходим к нему. Вот этот дом, это дуплекс, как я вам уже сказал, с этой стороны, с которой мы подходим, здесь живут люди. Сарайчик стоит, там автобус какой-то прямо во дворе, да, стоит. То есть это жилая часть дома, здесь люди живут. Вот здесь они паркуют свою машину, там такой заборчик у них. Видно, что люди живут, смотри. Да. Все так ухожено вообще. Немцы молодцы, очень такие эстеты. Ну, а вот эта часть вот от середины, видите, это, видимо, середина дома. И это уже продается. Вот 4 окна и дверь. Вход с улицы. Дверь, видите, уже, наверное, давно стоит дом нежилой. Посмотрите. Окна надо менять полностью. Деревянные такие. В общем, сделан из кирпича, из красного. Что говорит о том, что он прочный. Вот, можно заглянуть. Видно там. Здесь, кроме всего прочего, есть еще сарай, который он падает. Смотрите, видите? Уже крыша в нем прогнила. И здесь есть подвал, большой подвал. Это край села. Напротив дома просто поле за таким каменным забором. А в ту сторону, как мы уже вам говорили, там 30 соток земли, которые тоже можно выкупить впоследствии. Короче, еще посмотрите издалека. Вот этот домик. Вот так вот он выглядит. Ну ладно, пошла снимать развалины сарая. Тут такой сад, вот такой домик изнутри. Вот это место, 4 сотки. Сарайчик, который с провалившейся крышей. Почему здесь никто не живет, сколько они здесь не живут, непонятно. Ну, этот дом, мы знаем цену, мы видели фотографии внутри. Вот он снаружи такой. Еще мимо него пройдем один раз. Друзья, неплохой дом. Неплохой. За 20 тысяч евро купить в таком месте. Вот, честно говоря, было бы у меня 20 тысяч евро, я бы позвонил уже риэлтору и поговорил бы, выяснил бы все моменты. А почему бы и не жить? Да. В общем, Магдебург нам понравился. Да. Там и работа есть, Да. в принципе, если что. То можно... Хороший вариант, правда? Да. Ну что, давай еще погуляем по селу. Посмотрим, кроме церкви и центра, что здесь есть. Все-таки, мне кажется, в Восточной Германии более разнообразная архитектура в домах. Вот смотрите, стоят вот такие домики, вот такой какой-то достроенный. Чуть-чуть иначе, чем там в Баден-Вюртемберге. Другая Германия. Немножко, да? Тоже интересная, тоже чистенькая, ухоженная. Не сказать, что она какая-то там, вот знаешь, ну вот в Италии по-другому все, да, в Польше по-другому. А здесь вот именно Германия, но она вот интересная такая, совершенно. Здесь больше разношерстицы, смотри. Да. Даже вот в одном дворе, да, смотри, у них тут красным покрашена какой-то штукатуркой, там каменный дом сам по себе, ворота такие, заборов больше, и заборы такие. Вот фахверк. А, фахверк попался один. Он здесь редко встречается, кстати, фахверк. Знаешь, мне нравится преимущество вот этого красного кирпича, наверное, вносит такую нотку чего-то такого вот буржуазии. Буржуазии. Слушай, и вот такого вот старого железного забора редко найдешь в Баден-Вюртемберге. Ну, нельзя так говорить, наверное, сразу. Вот я бы хотела тут жить, тут домики красивые, да, это будет, наверное, как-то неправильно, глупо даже, можно сказать. Ну, во-первых, тут как-то просто красоты особой нету, я имею в виду вокруг, природной красоты нету. Здесь просто вот село в 3 улицы, оно небольшое, тут его выучишь быстро и гулять негде. Все зависит от того, какие здесь люди. Если ты с ними живешься, Вот. то ты сможешь как бы
здесь находиться. А если люди такие придирчивые, например, что-то все время требовать будут, какие-то поборы, например. 652 автобус идет сюда из Магдебурга. Виталик, собаки, Собаки. собаки гавкают. Класс. Да. Это Как еще у нас. один. У нас. Это Германия по-украински. Здесь, на этой территории, было ГДР. ГДР, как бы, немножко другой менталитет. И собаки, и все это. Ну, вот это вот место, это даже не, это как отдельный хуторок. Да. Потому что дальше основное село находится через 4 километра, да? Да, мы вот уже с этого хуторка вышли практически. Смотри, вот она кончается. И если у тебя есть силы, а у Лады мало сил, она быстро устает, то мы могли бы пройти в административный центр за 4 километра по шоссе. 4 километра. Да, и там уже сесть на поезд обратно в Магдебург. И заодно посмотреть, как выглядит центр, в котором эти селяне решают все свои проблемы. Например, ходят в Ратхаус, там получают документы, оформляют что-то. Тут, кстати, тут же магазинов нету. Ты видела? Мы не да. прошли ни одного магазина Тут нигде. ничего нету, кроме вот как в Италии в селе, да? Ни Кроме, больницы. Да. кроме домов. Тут надо только машину и ездить за продуктами. А мне кажется, вот тот футбольный, говорю, вот тот фахверковый домик, он был как раз каким-то административным. Там футбол бы написано, вот, что-то типа... А чем мы не посмотрели? Там не написано было, что это такое? Ну вот я не нашел, что это, но видно, что это какое-то общественное здание, потому что там такой дворик, как Они не пишут, общественный. они знают просто. Да, Ну зачем что? там писать? Рискнем. Рискнем пройти дальше. 4 километра. Ну совсем маленький хуторок. Тут явно каждый друг друга знает. Давайте посмотрим на местный пруд. И возле местного пруда стоит табличка и мусорка. Мне кажется, это как бы культурное место, в котором отдыхают люди. И наверняка это озерцо искусственного происхождения, его вырыли так. Сколько разных мест, сколько стран. Как мне выбрать из них одно, чтобы жить, не тревожа ран, как бывает только в кино. Где-то ждет меня новый дом или старый мрачный приют. Я еще не знаю, где он, и совсем не точно, что ждут. Может, я на ложном пути, разве счастье там или здесь? Я ищу его впереди, оно во мне уже есть. Пришли на поле. Хотим узнать, что это такое. Лада предполагает, что это рапс. Да, я предполагаю, но я взяла в Google, забила в Google. Перепроверила. Да, вот. Ага, Рапс. ну. Это все-таки рапс, да? Рапс однолетник, да. Из него делают масло, на котором жарят картошку. И из него делают еще биотопливо тоже. Так что здесь поля в рапсе. А там просто распаханное поле. Ой, почему дерево такое, смотри. У него снизу ствол уже, чем на метр в высоту. Возможно, его чистили или убирали кору какое-то. Может быть, каких-то удаляли насекомых. Знаешь, иногда. Ага. Обрезают. И оно тут не одно такое, он через одно тоже да, так. потому что они все такие, мне кажется, они специально тут были обработаны, а потом вот такие вот получились. Мы уже приближаемся к административному центру, но еще далеко. Фух, ну наконец-то мы пришли. Я думаю, мы прошли не меньше, чем 3 километра. Нам еще километр по селу идти, чтобы дойти до ЖД вокзала, до ЖД станции. Тут, конечно, совершенно полная противоположность итальянскому селу. Там, где все на горе, все зажато, ты не можешь шаг в сторону ступить. Тут, пожалуйста, иди
сюда в поле, иди туда в поле, иди вдоль улицы. Ширь, простор. Вопрос только в том, зачем тебе ходить в поле. Ну, это другой вопрос. Я себе Другая представил, тема. я представил себе, что я вышел вот из этого домика, да, и пошел себе в это поле. Какого черта? Ну ладно. То есть простор здесь, конечно, не итальянский. Здесь можно ходить действительно в разных направлениях. И здесь тоже продаются дома. Но мы, к сожалению, не нашли конкретно, где этот дом находится. Например, но есть дома подороже, чем уже не по 20 тысяч, а по 40, по 50 тысяч. Например, давайте я вам покажу. Сейчас у нас есть тут такое объявление. Вот, с таким домишкой. Домик вообще похож на хатынку украинскую. Кстати, покажу вам. Вот вывеска стоит. Альслебен называется это село. Вот на желтом фоне написано. В общем, что этот домик за 40 тысяч? Он имеет 7 комнат в себе и 138 квадратных метров. Большой. Ну, смотри, тут село уже более такое, я бы сказал, более богатое. Вот так можно сказать. Ну, оно ближе к железной дороге стоит. Смотри, кстати, домики такие все приземистые тут. Вот по-другому строят. Ну да. В Баден-Вюртемберге иначе. Алло. Алло. Вот, это, скорее всего, дом престарелых. Да, дом престарелых и ясли, наверное, одновременно. Бабушка там сидела. Хорошенькие домики такие, смотри. Класс. Со стеклянной верандой, классно. Мне нравится. А эти совсем простенькие, вот закрытый дом. Вот такой дом может и продаваться, например, да? А мы листаем дальше. По сравнению с тем, который за 20 тысяч евро, за 40 тысяч евро это дом, в который заходи, живи, но ремонт, наверное, уже устаревший. Но там все есть. Плитка лежит в ванной. В общем-то, и сама ванна есть, и окошки пластиковые стоят. Интересно. Не, вот по-другому, да, по-другому. У нас там все такое горное, какое-то курортное, да, здесь вот так вот. Знаешь, здесь похоже даже на... Под Киевом есть такие дома. Ну да, да, вот это ближе вообще к нашей Ну, архитектуре. Life too short to go through it alone. When I met you, you left an open door. I keep checking in to see if you're still home. Wanna be your light, wanna be your home. Да, в Германии не так, как у нас. У нас, допустим, если бы мы купили такой дом, вот как мы только что смотрели, с сарайчиком и кусок земли 30 соток, что делают наши люди? Они заводят сразу, допустим, штук 10 свиней, 2 коровы, козы, кролики, куры. И садят на огороде много картошки, буряков, всего. И занимаются животноводством. Все, и зарабатывают деньги. Здесь нет, здесь есть зоны. Здесь должна быть, есть зона, то есть жилищная зона, и есть сельскохозяйственная зона, в которой можно заниматься сельским хозяйством. Там, как правило, если ты хочешь заводить животных, ты должен оформиться фермером, и тогда только поселиться в такой зоне, где можно это делать, и тогда ты можешь заводить животных. Вот, допустим, здесь вообще нереально. Здесь можно завести, допустим, 2 курочки, 2 кролика, кота и собаку. Все. И даже если ты петуха заведешь, тут есть такие как бы законы тишины. Если петух будет кричать, то у тебя могут потом быть проблемы, этого петуха просто накажут. Соседи его съедят. Не, ну я думаю, это правильно, потому что ты хотела бы так. Ну, рядом с тобой поселился сосед, который скотобойню открыл. Ой, прямо это во дворе. ужасно, да. Вот смотри, какой дом. Вообще слепнина. Это какой-то барокко. Какой-то, наверное, исторический дом. Циферкауфен продается. Продается, да? Вот, пожалуйста, вот, слушай, может позвонить, спросить, сколько же этот красивый дом. Я думаю, он не дешевый. Ну, этот, скорее всего, стоит хорошо. Но и для того, чтобы отреставрировать его, нужно немалые деньги. А может тоже за 1 евро, чтобы, знаешь, типа вложить туда еще 500 тысяч. Да, возможно, община села потребует, чтобы это как историческую ценность восстановили. Так, но где же все-таки вокзал? Вау!
Это мы вышли на ЖД вокзал. Трешак просто, глянь. Неожиданно. Это действующий вокзал. Разрисованный, побитые стекла. Это Саксония. А мы надеялись с Ладой здесь, на вокзале, найти Райза-бюро, то есть бюро путешествий, и спросить, что нам делать. У нас нету у меня с собой своего документа. И нас снова могут оштрафовать, получается. Ну что-то у меня надежды все меньше и меньше, чем ближе подходим. Deutschland Ticket не работает без документа, выходит. И если у нас снова проверят В любом его... случае нам надо билет купить тебе, чтобы кстати, не было штрафа. Ладно, ты знаешь, не так-то часто и проверяют эти документы. У Нас даже- проверят. А смотрите, какое старинное кирпичное здание. Но оно заброшено, не используется. Но, кстати, вот это само село Айлслебен, оно такое достаточно продвинутое. В нем есть и супермаркеты, есть и школы, детские сады, все есть. Мы даже когда школу снимали, заметила... Полный развал. Да, закрыто. Внутри. Заметила, не знаю, кто она, воспитательница, учительница, что мы снимаем школу, а там дети бегали. Да, да. И она такая вышла, мы уже отошли от школы, она за нами Она шла. за нами бежала и сказала, нельзя детей снимать никуда не. Мы говорим, да мы не снимаем, мы здание снимаем. Я сказал, the good alte Gebäude, типа красивое. Я Она говорю, говорит, да, можете снять, только с другой стороны, без детей. без детей. Я сказал, окей, окей. Ohne Kinder. Смотрите, если тут, допустим, даже купить дом, вот там, где мы вам показали этот дом, имея машину, ну, я думаю, что надо иметь машину, можно сюда возить детей. Вот если у вас есть дети, вы думаете, вот я в селе, куда я детей в школу, Магдебург за 30 километров. Нет, здесь есть школа, здесь есть садик, здесь есть больницы, здесь есть большие престарелых. супермаркеты, дом престарелых, если что, можно воспользоваться, если надо. То есть вот так вот. Место не гиблое. Тот, который нас оштрафовал, он тоже мог бы нас не штрафовать, потому что у нас есть фотография твоего аусвайса. Но его это не остановило. Поэтому сейчас второй штраф тоже никого не остановит. Давай лучше билет купим. В 15:00 будет поезд, который идет. Знаешь, сколько он идет, Лад? Он идет 28 минут в пути. Угу. Полчаса, да? Полчаса все-таки идет, да. 6 евро 10 центов за проезд до Магдебурга. Привет. Как я могу помочь? А мы купили себе билет на поезд до Магдебурга. Мы первый раз покупаем билет в автомате, но мы не знаем, нужно ли его компостировать где-нибудь. При входе на платформу есть такая железная зеленая коробочка с механизмом, вроде как туда что-то можно всовывать. Может, нужно прокомпостировать билет? Да, в Германии часто требуется компостировать билет перед посадкой на поезд. Эта зеленая или железная коробочка, о которой вы говорите, и есть компостер. Вам нужно вставить билет в компостер, и он поставит на нем штамп с датой и временем. Окей. Это подтверждает, что... Спасибо, сейчас попробую, подожди. Ух ты. Конечно, не торопись. Если будут еще вопросы, я здесь. А, классно, по-моему, поставила. Вот, смотри, 14 с чем-то, да? Отлично. Оно время поставило, да? 14:40. Да, все верно. Теперь ваш билет компостирован и готов к использованию. Можете спокойно идти на платформу и садиться в поезд. Хорошей поездки. Спасибо. Das ist fertig, ja? Das ist fertig, das muss er ein halbes Jahr aufbewahren. Ah. Falls Nachfragen sind, dass er beweisen kann, dass er bezahlt hat. Должны сохранять. Это все не выбрасывать. В общем, друзья, пришлось все-таки 7 евро заплатить за то, что я вчера забыл в поездку свой аусвайс. И мне выдали вот тут кучу бумажек, сказали, храни их на всякий случай, чтобы тебе не пришел штраф на 64 евро. А так бы, если бы я не пришел сегодня сюда, то 64 евро надо было бы заплатить штрафа. Ну, слава богу. Ты настоящий.